Воу, ты уже весь интернет перетолкал. В чем прикол? Смотри это видео и узнаешь. Но мне начинают с разных стран друзья писать: Апти, продолжай снимать этот контент. Мы сделаем 11 самых крупных коллабораций на планете. Мне пришлось 1,5 часа пройти через людей, которые каждую секунду мне подбегали: можно фото, можно фото. Не поверишь, даже есть алгоритм 10 шагов публикации Reels. Друзья, кто смотрит этот выпуск, на самом деле вам не передать, какие здесь эмоции. Ощущения очень крутые. В интернете ходит поговорка, и если с вами столкнулся Апти, то это к охватам. И сейчас вы поймете, почему. Апти Изиев – дизайнер, чья работа впечатляет вниманием к деталям и лаконичностью. Его подход в моде – это возвращение к простоте, искренности и чувственности, создавая стиль, который вне времени. Апти за 2 месяца набрал в инстаграме более 1,3 миллиона подписчиков. Видео, где Апти толкает плечом прохожих, гуляя в одежде своего бренда, набирают миллионы просмотров. Сегодня Апти с нами, чтобы поделиться своими мыслями о том, какие автомобили выбирают люди, знающие толк в стиле. А сегодня Апти согласился столкнуться с нами и рассказать нашим зрителям, какие автомобили предпочитают люди, которые знают, как сделать жизнь стильной. Слушай, а в чем вообще прикол в этой фишке с толканием Reels? Кирилл, на самом деле это произошло вообще спонтанно. Произошло на территории Беларуси, в Минске. Мы в 3 часа дня, где-то, может, в час дня поехали за город. Я был там в качестве просто девушки, помогал там с технической стороны камеру настраивать на фотограф. Классная погода была, это май, 3 мая, даже помню этот день. То есть это прям совсем недавно? Да, вот недавно. Это вот май? Да. Ну, судя по... Я посмотрел твой инстаграм, как раз вы где-то в мае только первый ролик такой сняли. Да, 3 мая, да, публикация была. И у меня была аудитория 134 тысячи человек. Я 2 часа сидел на траве, там частный дом был, съемка шла, сидел на траве, солнце пекло. И я смотрел на эту модель, и у меня родилась мысль снять с ней какой-то просто легкий контент, видео. Я подошел после фотосъемки, спросил Кристину: не хочешь ли ты сняться для моего инстаграма, в моем бренде, снять ролик? Да. Она отказалась. Да. Не знаю, по какой причине. Долго не знала, что теряет. Да, на самом деле я очень долго ее упрашивал, но в итоге нет. И мы приехали в Минск, сидели около кафе, кушали. И время уже было 10-15 вечера, я сидел с Ангелиной. Ангелина — это девушка? Моя девушка, да. И в итоге Ангелина, я и все террасы справа еще 2 девушки сидели. Я из-за своего менталитета, поведения, воспитания, думаю, спросил разрешение у Ангелины. Ангелина: ты не против, я подойду, спросим, может быть, их девушек нужно завести домой, уже темно. Пошел в кафе, заплатил аккуратно за их счет, я их девочек вообще не знал. Заплатил, подошел, говорю: девушки, если что, мы вас вот с девушкой можем завести домой, сейчас поздно, мало ли что. Они сидели, поднимают голову. Ангелина прям вполне нормально. Да, спокойно она отреагировала. Так. А у меня в руке была камера, я держу за линзу, вот так, за объектив, и я им говорю, что я вас могу завести домой, если вы не против, не переживайте. Какая-то моя девушка говорит: это не подкат. Они говорят: о, Апти, мы вас знаем, мы давно смотрим, следим. Говорит: не, все хорошо, мы докушаем, сами доберемся, не переживайте. Ты уже за счет заплатил, да? Да. И в итоге я возвращаюсь обратно, они от нас где-то 2 метра сидят, и уже время 11 вечера, в 11 кафе закрывается. Уже очень холодно, мы с пледами. Они с пледами сидят. Я заново подхожу и говорю: девчата, вы не переживайте, я в любом случае вас могу завести. И вот так у нас разговор зацепился. Так. Я говорю: давайте, может быть, когда-нибудь, раз вы меня знаете, когда через год, говорю, через 2, мы снимем какое-то видео. Они такие сидят, держат лимонад и говорят: а почему мы не можем видео снять прямо сейчас? Вот они вдвоем становятся, беру камеру, даю Ангелине. И я просто прошел, они стояли около стола, просто прошел мимо них. У тебя этот ролик есть сейчас? Да, который 65 лямов залетел. Она, это в прямом смысле случайно просто получилось. Она просто вышла из кадра. И получилось так, что я ее подбил. Все-таки не завез домой, не отказались. Я приехал домой, и перед сном я думаю, надо что-то опубликовать. У меня аудитория, подчеркиваю, за 12 лет я ее собрал органически только 134 тысячи человек. Потому что моя деятельность, я шью эксклюзивную одежду. Чуть такая узкая. Очень узкая, да. И собрать всех было очень сложно. И я перед сном спрашиваю Ангелины: как ты думаешь, нужно ли опубликовать это видео? Она говорит: да ладно, типа, наверное, нет, не публикуй, потому что непонятно, что это. И перед сном я вырубался, взял, опубликовал короткий, там пару фраз написал,
и уснул. Ты ни на что не рассчитывал. Да, я вообще. просыпаюсь, смотрю, как-то 176 тысяч аудитория, 180 тысяч аудитория. То есть уже подписоты пошли. Да, а я подумал, что кто-то хочет взломать мою страницу, как они делают. Покупают там за $15 там 200 тысяч аудитории, покупают, Да. накидывают. Я подумал, что это пытается Чтобы меня инсту завалить, да, да. в бан кинуть. Но мне начинают с разных стран друзья писать: Апти, продолжай снимать этот контент. А я сам уже забыл, какой контент я снял. Я даже не зашел себе в Reels, я просто вот как-то увидел аудиторию сверху, где подписчики, Да. и не стал углубляться с просони. И мне начали сообщения друзья присылать: Апти, продолжай снимать такой же контент, круто ты придумал. А я не понимаю, захожу, смотрю 8 миллионов просмотров, и я понимаю, что Вот оно. вот оно, настало Вот оно, то золотая время. жила, да. 3 мая, скорее всего, произошел старт создания вот такого контента. Вообще совсем недавно, 3 Да, месяца прошло. 3 месяца, да. Офигенно. И То вот- есть, получается, ты эту фишку придумал сам. Полностью на ходу, это полная импровизация была, да. Фишка в том, что еще, Кирилл, это так для вашей аудитории, для своей скажу, что тут очень важно как спортсмена, системность. Если ты даже один день пропускаешь, твое место занимают уже другие люди Ты в имеешь в мире. виду выкладывать Да, видос каждый стабильно каждый день. Да. И мне все люди говорили: почему ты так поздно публикуешь, когда мы уже спим? Я публикую зачастую видео после 12 ночи. день. Хотя все это время утром на работу людям надо, кто-то спит. Но это мое время, когда почему-то люди ждут как ночной сериал Когда твоя выхода. аудитория будет активна. Да. Ты рассказал, что первый кадр это была такая, ну, слегка постанова. Вообще в большинстве видео вот девочки реально бурно по-настоящему реагируют на твое столкновение. Это вот все-таки постанова, и остальные кадры ты делал тоже случайно. Я всегда до этого даже, до 3 мая, я 18 лет снимал видео, контент. И если внимательно ниже полистать мой инстаграм, можно увидеть, что сотни, десятки, тысяч людей, я гуляю по городу, Да, я они смотрел. смотрят на меня, да, то есть Я живая смотрел. реакция. По Патрикам ты Да, да, гуляла, да, да. там живая реакция, люди смотрят, Да. внимание. И это не договоренность, а не постанова. Вот, Андрей, интересный вопрос назрел. Ты дизайнер, какой бренд автомобиля тебе ближе вот по философии или идентике? Какой тебе больше вот по душе, который стилизует, например, тебя или твой вайб? Rolls. Rolls-Royce. Почему? Потому что ручная работа. То, что все ручная работа, что работают руками, эксклюзив, то есть это прям вот тебя ровно. Да. Круто. Вот, кстати, вот как раз мы возле Rolls-Royce, это Dow, ручная работа также, и мы его сделали полностью в Менсере. Тебе вот как, кстати, вот много мнений, например, у нас есть Rolls обычная, а есть вот в обвесе, в карбоновом, вот как сейчас тебе, какой больше нравится? Мне Как нравится сейчас? очень сильное сочетание цвета, на самом деле. Серый, этот оранжевый, мокрый какой-то, даже асфальт, я бы сказал. То есть Так здесь называется как кованый карбон. Кованый Такой, карбон. Кованый карбон, да. Есть разные виды. Вот То есть сочетание. тебе вот в обвесе Роллсы больше Да. нравятся, да? с характером. Мой С характер характером. такой, да, они такие Такой более, поагрессивнее да, брутальные получается. такие, да. Но с другой стороны комфортный. Удобство, да, супер мягкая Ну, то есть, подвеска. то есть плывёшь так. как ты по видео, если смотреть на твой инстаграм, вообще думать, грозный дядька такой, если там на улице с ним встретиться, это вообще, да? Есть такие мнения? Да, да. Вот, то есть также с Роллсом. Получается, Роллс тоже вот агрессивно выглядит, но по факту супер мягкий, вот, круто. Ну, прям, кстати, очень твоя подходит тема. Очень подходит. И, кстати, вот этот значок, на самом деле, всегда вот я видел много роликов, знаете, там дети там или кто-то постоянно Пытаются украсть его, пытается, да? украсть, на самом Хочешь деле. попробовать? Я против воровства, вообще никогда не был связан Ну, воровством. давай проверим. Хотелось бы Попробуй, его снять и носить его вот здесь. Попробуй его. Получится его, дорогой? Ну вот я, ребят, сейчас прикладываю достаточно очень много усилий, но я думаю, что тот, кто его сюда установил, полный красавчик. Ну, попробуй его. Попробуй сильнее его дернуть. Сейчас проверим. Нет, Нет? не вырву, правда не вырву. Вот, видишь? На себя. А, на себя, да? Ну, ты до конца убрался, но ничего. Мы сейчас тебе предлагаем выбрать любую тачку из нашего парка, на которой мы с тобой поедем покатаемся по Дубаю, пообщаемся. Всех. SF90. Чувствуешь? Это стильно. Ощущения очень крутые. Да, это на самом деле самый быстрый вариант, на который я ездил. Хотелось бы, наверное, ощутить постоянную езду и эмоции на такой машине, но, Все же наверное... больше за комфорт. Да, за комфорт, потому что даже сейчас сижу, да, Кирилл, у меня немножко раскачанные плечи, да, и немножко поддавливает кресло с двух сторон. Нужно привыкнуть. Да, потому что здесь ковши. Вот ты говорил про то, что как раз долго не поедешь. Да. Ты больше комфорту.
Ладно, а из комфортных тогда? Из комфортных, ну, наверное, вот 6/6 Rolls-Royce Spectre тоже очень сильно понравился. Очень вообще, на Spectre. самом деле. Да, мне Spectre тоже очень понравился. Во-первых, это самый тихий Rolls-Royce, наверное, за всю историю. Идеальная тишина. Да, если ты катался за рулем, он рулится очень круто. классно. Очень мягко идет, супер Очень, мягко. Руль, очень. гидравлика невероятно мягкая. Слушай, ну раз мы по гаражу ходим, давай покажу тебе что-нибудь интересное. Например, ты знаком сейчас с Lamborghini Huracan? Знаком. Сколько Визуально. Визуально? Да, может быть 1350. Ну, плюс-минус, да, попал. Стоит 500-600 тысяч. Есть обычные ураканы, которые мы привыкли видеть в городе. Низкие, обычные. Вот этот конкретно для ралли. На песке, что ли? Можно, я пробовал, но он там застревает. Вот для ралли идеально. Ты видишь, тут выше просвет, то есть она выше по сравнению с другими. Вот такие накладки пластиковые, Круто. типа фонарями бегай, да. Но ты на ламбах у нас ездил или не помню? На одной, по-моему. Может быть, и не ездил, на самом деле. Даже не помню. Уже сбился. Я почти на всех машинах катался, кроме... Да. На сколько ты уже машин у нас покатался? Может быть, около 12, наверное, машин. Вот 15 машин ты точно Да. попробовала. Да и какая тебе самая вот На самом запомнилась? деле, я к Мерседесам отношусь очень спокойно. Но вот мы у вас брали Майбах. Майбах, да. На самом деле, самое, наверное, комфортное, К Майбаху мы удобно. вот вернемся как раз. Да, тоже вот, чуть наверное, позже. да. С точки зрения реакции людей, это была, наверное, F8, что ли? Черная. Да, черная, да. Черная F8 кабриолет. скорее Да. всего, Слушай, раз мы подняли сейчас тему про тачки, расскажи о своем первом авто. Первый автомобиль, это был Renault Logan 19. Я покупал его брату. Был оформлен на мой паспорт. После этого потом был BMW, потом Range Rover, сейчас Porsche. Опять же, брат. Не, нет, вот, Это ты уже да, все себе? уже да, а уже Porsche, уже сейчас в Минске у меня такой спортивный Получается- Porsche Panamera. Ну, как бы на меня оформлено это Renault, но лично это Range Rover, то, что я сам наликом купил. Первая машина, Да, которую за ты купил большую за сумму, да, свой это Range кэш, Rover. получается, Да, в Range салоне Rover. Что Москве. за Range Rover? В салоне, новую. Да, Evoque, да. Эвок. Кайф. Это хороший, тоже такой, кстати. Даже сейчас посматриваю, на самом деле. Круто. Ну и как тебе вот внутренний эмоции, что ты сам купил, там, кэш отдал, там, куча за этот раньше. На самом Как-то деле... получил эмоции, или ты такой, Было даже где-то, на самом деле, все равно не то, что жалко, а я большой труд сделал для того, чтобы построить бизнес, потом еще купить автомобиль. Не было полноценного понимания, правильно ли я это делаю. Я думаю, может быть, нужно деньги оставить, инвестировать во что-то другое, в то есть производство. не замораживать их, вот, а лучше Да. пустить в дело куда-то. Расскажи, ты вообще, вот помимо роликов, то, что ты сейчас снимаешь, чем еще, вообще, чем в Дубае сейчас занимаешься? Помимо съемок. Наверное, кроме контента, тренажерного зала и... Да, Как часто? каждый день. Каждый день ты Да, ставишь? в отеле рекламировать не буду, и другой тренажерный зал. Понял. А в Минске я тренируюсь, Кирилл, чтобы ты знал, 3 раза в день. есть- Зал и 2 раза на улице, на разных площадках. И тренировки не такие, там по 10, по 20. 3 часа в зале, 2 часа на Серьезно? улице, 2 часа на другом. Каждый день 21 тренировка в неделю. Мощно. Это ты сегодня перед съемками был в зале? Еще нет. Сейчас я приеду в отель, будет тренировка. Все, я понял. Не думал здесь, кстати, показ вот устроить? Мы стояли с другом Сашей, вот сейчас в гараже. И в вашем гараже проходку сделать там показ, собрать людей. Я И, хотел кстати, тебе очень об этом классная сказать. площадка. Как видел, может быть, Брабус, вот с которого 6/6, как раз показ был, Брабус. Да. Они вместо модели, у них посередине машины проезжали медленно. Ух ты. По краям сидели зрители. Круто. Вот Брабус устроили, мы вот с этого показа прямо и забрали. 6/6. Прямо тут. Да. У тебя есть рилс с ним? На нем мы снимали миллион аудитории. На миллион деталей. Да. То есть, на сколько рилс залетел с ним? На 1,9. 1,9. Круто. Почти, кстати, 1,9 как стоимость этой тачки. То есть, 1,6 миллион, или полтора. Да, 1 600 000 евро она где-то стоит, но такую не купить. Как, кстати, по вниманию на улице. И ты за рулем ехал? За рулем. И как? Все, когда мы останавливались на заправке, просто все вокруг ходили, снимали. Снимали. видео. Да. И не могли вовремя уехать, потому что всем нужно было Вот, дать это возможность тоже, да, снять. к популярности. Да. То есть ты не можешь дойти до магазина вовремя. На нем ты вовремя никуда не доедешь. Слушай, ну вообще, как у тебя в юности любовь к автомобилям? Была ли какая-то машина мечты? Вот ты прям на нее смотрел, такой типа, вот сейчас я бомбану и точно буду. Кирилл, знаешь, на самом деле, вот могу сказать, что, скорее всего, нету. На самом деле. То есть, я тебя перебью. Да. Тогда у тебя были мысли о дизайне? Ну, вот Одежда, да. тогда. Да. То есть мысли о дизайне раньше, чем, грубо говоря, про тачки не было особого Да.
фетиша, так скажем, какого? Сейчас, вот, Кирилл, познакомившись с вашей командой, с вашими автомобилями, то есть почему у меня не было фетиша по поводу автомобилей? Потому что не было знания истоков. А когда ты уже немножко, мы с тобой ходим, ты мне что-то уже, вот, допустим, рассказал там про ламбу, там, да, про усиление, то есть появляется целостно куда-нибудь Чуть-чуть такое изображение, понимание, интерес да. какой-то к этой Вот. истории, да? И меня в это никто не вовлекал, потому что я говорю, что я из бедной семьи, не было как-то роскоши такой, поэтому я вот чисто занимался пошивом одежды и изучал швейное оборудование, не авто, но тоже машинки Про получились. тачки особо так, знаешь, ну то есть на улице видел тачку, да и едет и едет. Да. Что там за машина? Слушай, да и ладно, да? Ну, ты говорил, что у тебя был первый Range Rover. Вот какая-то машина вот из твоих, которая у тебя была, как-то повлияла вообще на твою вот историю по стилю или... Может быть, та машина, которая твой характер передавала? Да, Кирилл, знаешь, что когда я создавал одежду, у меня даже не было мысли вообще про машины. Я вообще головой погрузился в свой собственный стиль, и нужно аудитории донести, что все, что я создаю, я нигде не подсматриваю, не ворую, я исключительно Поэтому все у меня здесь. уникальность. Фристайл, полный фристайл. Но сейчас могу сказать, что тот автомобиль, который у меня есть, он максимально передает мой характер, скорость, возможности. Это какой машина? Porsche Panamera Panamera, да. Sportcar, да, в Лонге. Этот автомобиль я заработал вот чистыми руками. Чисто Всё, вот я ну, шил, приятно. чисто шил, Да, за свои труды. да, за свои труды. За да. свои труды сделал. Поэтому лучше кататься на Жигуле, но заработанно своими руками, на самом деле. Есть такое, согласен, да. Вот, а как вообще инста сейчас влияет на карьеру? Кирилл, на самом деле, вот знаешь, вот когда ты хочешь стать известным на весь мир, нужно иногда говорят, как Всевышний говорит, бойся своих желаний. Вот я приезжал к вам сюда на одну из таких тусовок, где-то, может быть, месяца полтора назад, 1 июня, может быть, я не помню. Когда у нас было открытие Trinity Trading. Да, и я вышел из машины, справа мы остановились, это правда. Я наклонился вообще вниз, полная темнота, завязываю шнурки. Мне сзади кто-то подходит, стучит по плечу, я поворачиваюсь, там очень классная форма, афроамериканец, и говорит, чел, можно с тобой сфотографироваться, ты очень крутой, классный контент. Да. И он начал, ну, мы с ним засняли просто видео, и на следующий день мне нужно было поехать в Дубай Молл. Мне пришлось 1,5 часа пройти через людей, которые каждую секунду мне подбегали, можно фото, можно фото. То есть вот прям настолько сейчас, это Да уже на хорошей гео у тебя вышло. Да, я вот клянусь, вот я даже постил в истории в Инстаграме, что в последний мой приезд в Дубай Молл я не смог дойти до свою конечную точку, она закрылась. Скажи, вот идеи, вот ребята, креативщики у тебя, операторы, ты с ними сюда переехал или ты... Да, всей командой мы приехали. Мы приехали 4 сюда, должны были взять еще одного парня, Женю из Минска, но он сказал, что я еще психологически не готов, Не готов? на переезд. А кто? Вот у тебя 4 человека, которые контентом занимаются, Да. так скажем. А примерно вот оператор. Девушка, которая отвечает за фото и за визуализацию, за картинку. Антон, друг, бизнесмен-предприниматель, который тоже помогает даже снимать, помогает в подборе музыки олдовой 80-х, 90-х. Вот, кстати. Сейчас мы тоже делаем рилсы по old треки, и людям это очень прям хорошо нравится. Процесс вообще как происходит? Допустим, съемки, у тебя 4 человека. Вы сначала накидываете идеи, или вы в моменте, вот прям поехали в город, поехали, все готовы, заряжены, и просто снимаете? Или вы заранее как-то... Кирилл, 100 с чем-то рилсов сняты просто, вот как мы сейчас с тобой едем. Так. Если мимо девушка пошла, я бы на нее посмотрел, опубликовал бы все. Все видео, Вот нам надо никакого просто сценария. попробовать на Феррари, просто Реакции подводить. Давай выцепим сейчас сразу. Никакого сценария, все просто в моменте вышли, идет девушка, посмотрела, опубликовали. Понял. правда. То есть вы сняли, и дальше уже постпродакшн у вас Да. так начинается. Вы уже думаете, ага, под какую музыку пойдет. Смотрите, наверное, на образ девушки, да, Да. еще какой под нее трек подойдет больше. Какой хук, наверное. У вас же все-таки есть Да, какая-то у нас вот- фишка. какая-то фишка, вот почему люди должны досмотреть это Да. видео. Кирилл, секрет раскрывать не Нет, буду. никто но не раскрывает. скажу, ты не поверишь, даже есть алгоритм 10 шагов публикации Reels. Представляешь? То есть нельзя просто взять, свайпнуть справа налево, открыть инсту, допустим, нажать плюс, добавить Reels. Мгм. Я делаю 10 еще шагов перед тем, как загрузить Reels. Я вчера листал Reels, ну, ленту Инстаграма. Мне случайно попалось интервью с тобой на улице, то, что ты вложил в себя очень много сил, денег, и это сейчас тебе буквально окупается в моменте. Ты как бы согласен с этим, то, что тебе вот за столько времени сейчас прям быстро так все это за счет Инстаграма тебе приходит обратно, и ты
уже в плюс работает за счет этого. Нужно начать с того, что я спортом занимаюсь не последние 6 лет, я спортом занимаюсь с рождения. Я не употреблял алкоголь ни в каком виде, Да, ни кальяна, я ничего. изучал. И своим знакомым на тот момент и друзьям где-то говорил: ребята, если из этого окружения гитара, пиво не выйти, возможно, вы деградируете, и свои возможности, которые могут быть переданы другим людям, вы не раскроете. И они день за днем, когда я к ним приходил, они употребляли пиво, алкоголь. Ничего не менялось. Да. Я решил просто с этого уйти. Я вырос, набрал массу, изменил форму носа, форму челюсти, сделал пересадку волос. И это нужно было как-то с хорошей стороны, с правильной стороны, что это не какая-то психологическая травма моя, а почему за свою жизнь как бы не улучшаться. Поэтому это помогает, да, Кирюха, это помогает монетизировать сейчас все абсолютно. И, конечно, Инстаграм очень сильно способствовал, чтобы мое имя сейчас звучало во всем мире. Кто из звезд на тебя подписан? Мировых? Или ты чекаешь же, Да. например, людей с галочками, ты смотришь? Бог ты мой, видите, вот я не подготовился, потому что имена я их не знаю. Короче, самый известный шеф-повар на планете, у него 17,6 миллионов аудитория. Очень жестко обращается с своими учениками, он прямо на Discovery ведет передачу, получается, забыл, как его Все, зовут. я понял, про кого. Светленький. Да, светленький, все Светленький правильно. такой, Можно будет да. вот добавить сюда Да, ссылку. мы сюда снизу. Да, я понял, про кого ты говоришь. Я не помню имя, честно, Да. но я понял. Футболист, у него тоже 17 миллионов, это человек, который один из лучших друзей Кристиано Рональдо. Он меня пролайкал тоже Инстаграм, но поставил 1 лайк. Вот я не подготовился, у меня около там 15 человек, которые пролайкал, их нужно будет, не знаю, может быть, как-то потом доставить сюда скриншотами. сюда просто. доставим, Да, да, я ты доставлю, нам ребята, дашь? прошу прощения, правда, я имена забыл. 2 августа мы сделаем 11 самых крупных коллабораций на планете. И многие люди, которые будут коллаборироваться с нами, и их аудитория будет в шоке, что 11 мы сделали... августа. 2 А, 2 С августа. 11 блогерами. Получается, уже этот ролик выйдет. Да. И, в принципе, мы, если уже будет все опубликовано, мы, скорее всего, это уже вставим. Да. Если с твоего разрешения. Конечно. Супер, ладно. Развитие твоего бренда. Сейчас стало больше поступать заказов, сотрудничество. Как вообще повлияло? На самом деле, так я скажу даже для аудитории, что я тот человек, который, если я берусь за все, у меня ничего не получается. Я живу интуитивно. И перед уездом из Беларуси я все полностью в прямом смысле оставил. Оно работает, но то внимание, которое, находясь там, я на 100% уделял, я не уделяю. Я поставил цель переехать в Дубай и вырасти до 20 миллионов аудитории. Я решил полностью погрузиться только исключительно в контент, чтобы набрать аудиторию, но рабочая страница бренда, она очень сильно выросла раз. Да, вот. Заказов очень много, на сайт падает, но мы их обрабатывать не можем. Даже многим людям просто пишем, что у нас нету там наличия, потому что изготовить это мы не можем, потому что я нахожусь уже в Дубае, Понял. есть То есть заказы. чуть-чуть не хватает ресурсов, Да. но заказы есть, и, в принципе, есть точка, от которой можно круто вырасти. Да. Так, ты говорил, что ты на Майбахе, тебе прям по комфорту понравилось. Да. Вот мы выставили 3 самых эксклюзивных Майбаха в мире. На каком из них ты ездил? По-моему, вот на этом я ездил. Вот на этом. Это Oud Voiture. Скорее всего, на нем я ездил. На этом не мог ездить, потому что только что мы его прям недавно приобрели. Да, наверное, Oud Voiture, который с золотым тиснением в салоне. Скорее всего, вот на нем. Да, Это- вот на нем мы ездили. Ну, да. тебе как дизайнеру, то есть там ткань букле. Качество шитья салона очень крутое. Здесь, на самом деле, качество исполнения всего на самом high level, на самом деле. Очень, да, очень-очень Здесь. классно. Исполнено все. И если не ошибаюсь, там боковые ставки, исполнение какого-то бренда, я не А ошибаюсь. пойдем посмотрим? Ткань, да, на Пойдем самом посмотрим. деле. Вот я сейчас... Ну, знаешь, что самое обидно и жалко, когда я садился в авто, мне было обидно коврики эти, они такие до такой степени белые, что мне кажется... жалко? Жалко, правда, Кстати, да. здесь какая-то, я точно не могу сказать, но это какой-то тоже эксклюзивный материал, потому что не во всех Майбахах он есть. В Mercedes они прямо здесь, вот именно Oud Voiture, они именно заморочились по внутреннему дизайну. И, допустим, вот ткань букле, да? Да. Они все это позиционируют. Что это? Можешь, грубо говоря, вот в своем понимании вот это объяснить, что это На по самом конкретному имеет в виду? деле
такое даже ощущение, что это, понятно, это сделано на большом станке, на ткацком таком современном получается, но такое ощущение, что это сидели, знаешь, где-то там в Индии женщины дома там вручную все это ткали, выглядит так на самом деле. Такая подача супер ювелирная, такое ощущение, что То это есть полностью handmade даже, кажется. Я думаю, это ручная Да, работа ручная точно. работа, Я да. думаю, это потому Вышито. что таких машин 150 штук в мире. Я думаю, можно и сделать это вручную, handmade, да. да. Конкретно это самый роскошный Maybach за всю историю. Да, ты. Да. За счет того, что вот это все сделано вручную, ткань букле, специальные эмблемы, что это Old Couture. Вы с ним снимали тоже ролик. Да, он залетел у нас на 2 миллиона. Девушка, которая, девушка снималась в этом ролике, она сама по себе была такая, с массой. Так. И как раз ей было сзади удобно Все, я сидеть. помню, по-моему, да, я помню эту девочку. Да. Да, она подъезжала, я открывал ей дверь, она выходила. Как раз она тут свободно Кстати, вместилась. вот как раз интересно, я смотрю у тебя ролики, у тебя постоянно новые лица, ты как-то с ними коллабишься или просто на улице, давай с ними, как это все происходит? Большинство роликов выезжали в город, идут просто девушки, брал за руку, клянусь, правда, Прям, в кадр, они говорят, а что нужно делать? Я говорю, просто стойте, все. да. прям в наглую Клянусь, брал? да, правда. И с ними ролики залетали 31,5 миллиона. То есть вот когда не прям, я понимаю, что не все не постанова, но когда прям вот все это лайв режим Да, залетает, я стреляет. согласен, да. Потому что видно, что нету фейка, все да, реальность. да. Вы это на камеру сразу снимаете или на Да, телефон? допустим, 100 последних рилсов снято только на проф-камеру. Проблема съемок заключается в том, что мы снимаем на линзу, Ну, я видел, там у вас не широкий угол получается, в этом очень у вас сложно там 200-ка, получается. по-моему, Да, вообще да, да. какой-то супер объектив, чтобы издалека, как будто это эффект подсмотренности Да. такой создаете, получается, как будто не постанова реально. Вот по автомобильной моде всегда в тренде спортивные гоночные куртки такие, которые с нашивкой. там, да. Да. Вот ты как смотришь на вот такой стилек? Сам, находясь здесь в Дубае, на самом деле, уже хочется, знаете, какой образ совместить, Кирилл, образ летчика, там такие авиаторки, Да, куртки, вот, да, да, вот такой авиаторки они формат. Да, называются. только, конечно, я сюда взял 2 кожаные куртки, но это, конечно, с климатом, который сейчас здесь, под 45 градусов, это невыносимо. Не, ну можно зимой в декабре погонять, Да. можно вечерком. Смотри, раз мы сейчас на быстрой тачке, давай быстрый блиц. Давай, Не задумываясь, быстро сразу отвечай, вылетаем. да. Окей. Мерседес или БМВ? Мерседес. Купить машину или брать ее в аренду каждую неделю новую? Купить. Для какого автомобильного бренда сделал бы мерч? Роллс. Стиль или мода? Стиль. Топ-3 любимых цвета в одежде, кроме черного. Белый, серый, зеленый. Скорость, драйв или надежность, комфорт? Надежность и комфорт. Жизнь дороже. Жизнь дороже. Хорошо. Кайф. На этом блиц мы закончили. Апти, давай в заключение нашего интервью, такого большого, объемного, хотим, чтобы ты дал несколько советов нашим зрителям, какой автомобиль лучше выбрать и по каким критериям. Я буду, Кирилл, неизменен. Это спектр Rolls-Royce. Скорее всего, безопасность, комфорт и вместительность. Можете переходить к нам на сайт, выбирать спектр и бронировать его. Так, и пару советов просто о жизни, о лайфстайле. Что посоветуешь нашим зрителям? Первое, что, как наши бабушки говорят на дне рождения, на Новый год, здоровья. И всем, на самом деле, желаю иметь большое здоровье, потому что без него ничего, ни машины, ни квартиры, ни яхты не имеют смысла. Занимайтесь спортом, любите своих родителей, будьте дружелюбными, открытыми, добрыми и честными. Как Апти. Друзья, и на этом все. Будьте стильными и выбирайте качественные автомобили.